Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Продолжается сезон заготовок, и сегодня мы готовим салат на зиму. Я люблю этот салат не только потому, что он очень вкусный, но еще и потому, что я его использую в приготовлении вторых блюд. Для приготовления салата мне нужно 3 килограмма сладких и спелых помидор, желательно сладких сортов. Помидоры я буду перекручивать через мясорубку, поэтому я беру каждую помидорку, отрезаю места, которые мне не нравятся, разрезаю помидорку на 4 части. Зеленую часть тоже можно убрать. Помидоры бывают разные, бывают сочные, бывают более мясистые. На этот раз, смотри, получилось как-то внутри с беловатым. Ну, что есть, то есть. Помидорки у нас не свои, мы покупаем. Поэтому сейчас я все эти помидорки перережу на несколько частей, точнее порежу. И пропустим их через мясорубку. Если у вас будут помидорки такие же, как и у меня, они скорее кисло-сладкие, чем сладкие. Это значит, что нужно будет взять просто побольше сахара. Если вы не любите, чтобы в салате было слишком много жидкости, то половину помидор можно перекрутить через мясорубку, а половину нарезать как вам угодно, дольками, кружочками, лепесточками. У кого какой фантазии хватит. Мы любим именно в таком варианте. Помидорки я все порезала. И теперь их нужно все пропустить через мясорубку, через крупную решетку. Вот столько томатного пюре или сока, другими словами, у нас получилось. Теперь его нужно перелить в кастрюлю, в которой мы будем наш салат варить. Следующий ингредиент – это морковь. Я беру 2 килограмма морковки. Если у вас есть комбайн, можно пропустить его через комбайн, хоть хлопьями, хоть палочками. Я буду нарезать. Можно кубиками сделать, если кто-то любит. Я буду нарезать морковку палочками. Сначала я нарезаю на кружочки. И так дальше, а потом просто режу вот такими вот палочками. Половину я сделаю палочками, половину кубиками. Кубики я просто вот так вот на 3 части буду разделять, вот и все дела. Я нарезала почти всю морковь, осталось пару штук, и в этот момент я включаю огонь под кастрюлей. К тому времени, когда я закончу нарезать оставшуюся морковь, томатное пюре уже разогреется. И мне останется только бросить морковку в кастрюлю. Надо помешать. На, помешай, я... Следующий ингредиент нашего салата – это кабачки. Здесь у меня 3 килограмма кабачков. Я их хорошенечко помыла, убрала все черные темные пятнышки, которые мне не нравятся. Сначала я хотела кожуру почистить, но она мягенькая. Вот
я показываю, как она легонечко прокалывается. Если кабачок у вас старый, кожуру лучше убрать. Сейчас нужно кабачки нарезать также или палочками, или кубиками, кому как нравится. Кабачки я старалась покупать молоденькие, чтобы семена были мягенькие и совсем маленькие. Если семена уже вызревшие, их лучше убрать. Я стала нарезать свой кабачок. Семян у меня практически нет, поэтому я его буду нарезать кубиками. Кубиками крупные буду делать, крупными. Вот так вот на 3 части. Я видела, продается ножик с такими волнистыми краями. Что-то посмотрела, не купила. Вот сейчас пожалела. Салатик бы смотрелся значительно красивее с такими красивыми кубиками волнистыми. Вот так я дальше буду нарезать все свои кабачки. Кабачок нарезан, отправляем его туда же в кастрюлю. И вот еще на доске остался. Туда же. И хорошенечко все помешать. Если помидоры слишком мясистые и нету жидкости, можно в этот момент добавить примерно литр воды. Дальше я беру 1,5 килограмма лука. Его нужно или мелко нарезать полукольцами, или пропустить через комбайн с тоненькой насадкой. Самое главное, чтобы лучок был нарезан тоненько. Лучок нарезан, отправляем его туда же в кастрюлю. Огонь уже прибавили. Салатик булькает. И тоже нужно хорошенько перемешать. Даже уже видно, какой он будет красивый. А еще нужно добавить еще один ингредиент. Это болгарский красный перец. Итак, красный болгарский перец. 3 килограмма. Хорошенько его нужно помыть, почистить. Зернышки я тоже все убрала. И нарезать, опять же, как вам больше нравится. Кто-то любит пополам делить, мы будем делить не совсем мелко, но вот если такой вот четверть перца, я буду делить примерно на 4-5 частей. Я беру вот так вот по несколько штук, 2-3, хвостик черненький вот такой убираю. И вот на такие крупные дольки я нарезаю свой перчик. Если где-то что-то не заметили, можно сразу убрать на этом этапе. И вот так я весь перчик сейчас нарежу. Перчик нарезан, отправляем его также в кастрюлю. Опять все хорошо перемешиваем. Это вот сейчас кажется полная кастрюля, но когда он прокипит, он, конечно же, осядет. Сейчас кажется полная кастрюля, что его слишком много. Но после того, как он прокипит, он значительно опустится. Для того, чтобы закипело, мы сейчас накроем его крышечкой. И дадим хорошенечко закипеть. А я в это время помою посуду. У нас пол кастрюли сока, поэтому мы воду добавлять не будем.
И еще хочу напомнить, что в процессе варки нужно обязательно салат мешать, чтобы и не пригорал, и равномерно проваривались все овощи. Салатик перемешали и опять накрываем крышкой. Итак, прошло 40 минут, салатик у меня интенсивно кипит, и пришло время добавлять сюда всякие специи. Еще забыла показать, как салатик просел. О чем я и говорила, что воды вообще не понадобилось. И перец, и томат, все дало свой сок, и как раз все в меру. Для более интенсивного цвета и вкуса я добавляю банку соуса. Соус у меня Моравка, 670 грамм. Прям всю банку сюда и добавляю. Теперь мне нужно добавить сюда соль и сахар. Опять же, повторяю, все дело вкуса. Если вы любите, чтобы было послаще, сахара можно добавить побольше. И кроме того, нужно еще ориентироваться на вкус помидор. Если помидоры были сильно кислыми, то, конечно, сахара больше. Если помидорки сладкие, то сахара меньше. Я буду добавлять сюда 2 стакана сахара. И второй стаканчик. Соли добавляю примерно 100 граммов. Надо пробовать, конечно. Но вот это у меня примерно полстакана получается. Соль не иодированная, обычная, простая. Соль илецкая. Конечно, соль илецкая, раз мы в Оренбурге живем. Опять все хорошенечко вымесить и попробовать. Если вам покажется, что соли недостаточно, добавить еще. Ой, уже вкусно. Уже вкуснятина вообще прям очень вкусная. Теперь мне нужно добавить еще уксуса и подсолнечное масло. У меня уксуса нет, я всегда использую уксусную кислоту, поэтому сюда я возьму 2 столовые ложки уксусной кислоты. Оно даст чуть-чуть кислинку, но, к сожалению, без этой кислинки будет плохо храниться, поэтому 2 ложечки я сюда добавляю. Так, теперь что? Теперь опять я хочу попробовать. Ложка уксусом пахнет. Я за другую ложку возьму. В самый раз. Отлично просто. Просто отлично. Теперь добавляем подсолнечное масло. Оно раскроет вкус овощей. Так, банка у нас новая. Открываю. На этот объем салата я добавляю 2 стакана подсолнечного масла. Кстати, когда я выкладывала аджику, у меня потом спросили, зачем так много масла. Я объяснила, так и аджики-то получается 10 литров. Поэтому, когда начинаем разливать по баночкам, этого масла не так уже и много получается. Если бы объем был меньше, то, конечно, бы масла было бы поменьше.
в общем-то, и все. И я добавлю еще 10 горошинок душистого перца. Все, теперь мы накрываем крышечкой, сбавляем огонь, но оставляем так, чтобы салат кипел. И с этого момента он должен прокипеть 10 минут. Баночки я стерилизую в духовке. Она у меня электрическая, поэтому мне как бы немножко проще. Но когда у меня была газовая, я точно так же в газовой духовке стерилизовала свои баночки. Баночки у меня все разные. Я использую те, в которых была раньше какая-то продукция. Вот такие вот, как из соуса в этот раз. Я снимаю наклеечки обязательно. А о том, как легко и просто, самый простой способ снять наклейку с банки, есть видео у меня на канале. Разливаем салатик по баночкам. Опять я сегодня оператор. Равномерно, чтобы был и овощи, и жидкость. Вот такое количество баночек у нас получилось. Сейчас я его уберу, накрою и оставлю до полного остывания. А завтра после полного остывания отнесем эти баночки в кладовку, где они хорошо, спокойно хранятся. А на этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока.